Грибок ногтей – это заболевание, от которого нельзя застраховаться. Мы все время от времени посещаем бани, бассейны, спортзалы, общественные пляжи и души. В таких местах существует значительный риск заражения грибком. Помимо эстетических проблем, грибки приносят реальный вред здоровью. Они разрушают ногти и кожу, проникая внутрь тканей стопы и уменьшая их защитные свойства. Но существуют доступные, простые и очень эффективные методы лечения этой проблемы. Сегодня мы расскажем об одном из них. Причины возникновения грибка. Несмотря на то, что основной фактор, способствующий развитию и распространению грибка – влажность, это далеко не единственный аспект. Во-первых, стоит подчеркнуть влияние неудобной обуви. Тесная обувь, высокие каблуки и изделия из синтетических материалов увеличивают вероятность развития грибка. Это происходит из-за недостаточной проветриваемости ног и трения между пальцами, что способствует размножению бактерий и грибков. Во-вторых, недостаточное соблюдение гигиенических мер для ухода за ногами также способствует развитию этого заболевания. В-третьих, использование чужой обуви и полотенец, вероятно, является одним из основных способов передачи грибка. Кроме того, важным фактором является наличие хронических заболеваний, которые ослабляют иммунитет и ухудшают кровообращение в конечностях, таких как сахарный диабет и псориаз. Симптомы заболевания. Грибок не проявляется сразу в виде толстой и темной ногтевой пластины. Это уже запущенная стадия заболевания, и цвет пораженного ногтя может существенно различаться в зависимости от места поражения. Но начинается все с зуда и шелушения кожи в зоне поражения. Такой вид грибка называется сухим. Существует также мокрый грибок, при котором между пальцами появляются маленькие пузырьки с жидкостью, которые также вызывают сильный зуд. С течением времени, по мере распространения грибка внутри ногтевой пластины, она становится толще, трескается и меняет цвет. Иногда грибок может также поражать кожу стоп, что приводит к образованию больших участков ороговевшей кожи и болезненных трещин. Кстати, грибок может возникать не только на ногтях стоп, но также на ногтях рук. Это случается реже, но также требует незамедлительного лечения. Как лечить грибок? Современная медицина предоставляет широкий ассортимент препаратов для лечения грибка. Их можно разделить на пероральные и местные. Пероральные средства назначаются в крайне редких случаях, когда грибок находится в очень запущенном состоянии и глубоко проник в организм. Это связано с тем, что все такие средства имеют немало побочных эффектов. Поэтому врачи предпочитают использовать мази и лаки для местного применения. Однако они, как правило, не являются дешевыми. Что же говорит на эту тему народная медицина? Поскольку грибок на ногтях не появился вчера, опытным путем человечество нашло несколько эффективных средств для его лечения. Мы хотим поделиться информацией о мази, которую может приготовить каждый человек. Благо, ее компоненты имеются в каждом доме. Отзывы свидетельствуют о том, что данная мазь успешно справляется даже с хроническим грибком. Для приготовления такой мази вам потребуется уксус, яйцо и сливочное масло. Уксус – это мощное антисептическое средство, а яйцо помогает заживлению и укреплению кожи ног. Возьмите одно сырое яйцо и поместите его в стакан с уксусом. Перенесите стакан в темное место и дождитесь, пока яйцо со скорлупой полностью растворится в уксусе. Затем добавьте небольшое количество сливочного масла и тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Масло необходимо для создания густой консистенции мази. Мазь наносится толстым слоем на пораженные грибком ногти и закрывается полиэтиленовой пленкой. Перед процедурой следует распарить ногти. Этот компресс создает эффект бани, что позволяет размягчить мертвые участки ногтей. На следующий день компресс нужно снять, удалить мягкую часть пораженного ногтя и наложить новый компресс. В течение пары недель удается полностью избавиться от пораженных ногтей и грибка. Однако даже после решения этой проблемы необходимо помнить, что грибок может вернуться. Поэтому важно соблюдать меры профилактики грибковых инфекций.
Во-первых, уделяйте внимание уходу за ногами и ногтями и не ходите босиком в общественных местах. Во-вторых, предпочитайте удобную обувь из натуральных материалов. В-третьих, регулярно стерилизуйте маникюрные инструменты и ножницы, а также избегайте использования лака и накладных ногтей. Эти простые методы профилактики помогут защитить ваши ногти от реинфекции грибком и потребности в последующем лечении. А как вы боретесь с этой проблемой? Расскажите в комментариях. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.